Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто только что заглянул на наш канал «Мои хобби». Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще один мастер-класс создания браслета из кристаллов. Можно использовать бусины, главное, чтобы они были 4 на 6 мм, двух цветов, графитового и розового цвета. Леска 0,2 мм, замочек, карабин и колечко. Итак, приступаем к работе. Для начала мы отрезаем леску около 1,5-2 см. Затем на середину лески я продела вот такую очередность наших кристаллов. Одну прозрачную, 2 графитового и одну прозрачного цвета. Затем через крайний прозрачный кристалл другим концом лески мы проходим в противоположном направлении, крест-накрест. И затягиваем. Вот таким образом. Теперь у нас выходят лески из вот этого крайнего кристалла розового цвета. Затем мы должны одеть на правый конец лески один кристалл графитового цвета, а на левый конец лески один кристалл розового цвета и один кристалл графитового цвета. И через последний этот кристалл графитового цвета мы будем проходить правым концом лески в противоположном направлении, крест-накрест. Теперь мы видим, что два конца лески у нас выходят из графитового кристалла. Здесь теперь нужно соблюдать очередность. Если у нас мы до этого одевали один темный кристалл, потом, затем светлый, темный, теперь мы чередуем. Одеваем светлый, темный, светлый. Кристалл розового цвета, а на левый конец лески один кристалл графитового цвета и один кристалл розового цвета. То есть наоборот. Теперь мы будем дальше плести наш браслет и чередовать. Второй и третий ряд идти по следующие ряды точно так же. И через последний этот кристалл розового цвета мы проходим правым концом лески в противоположном направлении крест-накрест. Вот таким образом. Теперь снова у нас получается ряд, как был во втором ряду, когда выходят два конца лески из розового кристалла. Значит, мы снова на правый конец лески будем одевать один кристалл графитового цвета, а на левый конец лески один кристалл розового, затем графитового цвета. И через вот этот графитовый последний кристалл мы будем проходить правым концом лески в противоположном направлении крест-накрест. Теперь снова у нас два конца лески выходят из кристалла графитового цвета. Точно такая же ситуация, как у нас была в третьем ряду. И мы одевали с правой стороны розовый кристалл, с левой стороны графитовый розовый. Точно так же мы проделываем и в этом ряду. На правый конец лески мы одеваем розовый кристалл, на левый конец лески мы одеваем графитовый кристалл, затем розовый. И через последний розовый кристалл мы проходим правым концом лески в противоположном направлении. Такой техникой мы проплетаем весь наш первый этап. А размер браслета мы определяем по запястью нашей руки и затем переходим ко второму. После того, как вы проплели браслет нужной вам длины, у меня он закончился на кристалле графитового цвета, и теперь нам нужно сделать поворот. На правый конец лески я одеваю один кристалл графитового цвета и два кристалла розового цвета.
И через последний кристалл розового цвета левым концом лески мы проходим в противоположном направлении крест-накрест. Теперь мы видим, что из розового кристалла у нас выходит два конца лески. Получается уже не наверху, как мы делали до этого плетения всего браслета, а сбоку. И теперь на вот эту верхнюю леску, которая у нас идет сверху, мы одеваем два графитовых кристалла и один розовый. И через этот розовый кристалл мы проходим вот этим концом лески нижним в противоположном направлении крест-накрест. Таким образом мы осуществили поворот в нашем браслете. Вот таким образом. Теперь вот этот вот конец лески, который идет ближе к нашему браслету, мы продеваем через графитовый кристалл. Получается он у нас пустой, просто мы его продеваем, тем самым связывая наш второй этап плетения с первым. Итак, теперь у нас леска выходит одна из графитового кристалла, это внутренняя леска, и внешняя леска у нас выходит из ряда с розовыми кристаллами. Значит, теперь мы одеваем один розовый кристалл и один графитовый кристалл на внешний конец лески. Через графитовый кристалл мы проходим другим концом лески в противоположном направлении и затягиваем. Вот таким образом. Все, теперь плетение у нас будет все аналогичное, только нужно будет соблюдать порядок набора кристаллов по цвету. Итак, теперь у нас внутренний конец лески пустой. Мы продеваем через следующий ряд, через кристалл в следующем ряду. Он у нас розового цвета. А на внешний конец лески, так как он у нас выходит из ряда с графитовыми кристаллами, мы одеваем сначала графитовый, затем розовый кристалл. И через розовый этот кристалл последний мы проходим двумя концами лески в противоположном направлении. И затягиваем. Вот таким образом. Теперь снова у нас один конец лески внутренний. Мы его пустой продеваем через следующий кристалл. В следующем ряду это у нас графитовый. Продеваем через него. Внешний конец лески у нас выходит из розового кристалла, поэтому мы одеваем сначала розовый, затем графитовый кристалл. И через графитовый кристалл будем проходить двумя концами лески в противоположном направлении. Крест-накрест. То есть наш браслет плетется всего в два этапа. После того, как мы проплетаем весь наш браслет, мы уже будем цеплять наши замочек-карабин и колечко. Итак, после того, как мы проплели весь наш браслет, у нас два конца лески выходят из розового кристалла. Теперь верхний конец лески мы оставляем, а нижним концом лески мы проходим в любом беспорядочном положении, как мы хотим, по кристаллам, выводя нашу эту леску тоже наверх. Вот таким образом у меня получается, что один конец лески выходит из этого кристалла, другой конец из этого. То есть из обоих розовых кристаллов
только рядом стоящих. И теперь я одеваю на правый конец лески один графитовый кристалл. И прохожу через рядом стоящий графитовый кристалл. Вот таким образом. А этот конец лески я вывожу через графитовый кристалл. Вот в эту сторону. Так, теперь мы эти два конца лески должны пройти по середине нашего браслета и спрятать их в середине нашего браслета, чтобы не видно было узелка. Для этого мы проходим по кристаллам, делаем узелок и концы лески поджигаем зажигалкой либо спичкой. Затем уже будем цеплять наши замочек-карабин и колечко. Теперь нам осталось прицепить замочек-карабин и колечко. Для этого мы берем колечко, раскрываем его, цепляем за верхнюю точку нашего браслета. Это серединка между графитовым и розовым браслетом. Затем продеваем на него наш карабин и закрываем. Вот таким образом. То же самое мы проделываем со вторым концом. Вот такой в результате у меня получился яркий, интересный, красивый браслет. Плетется он очень быстро и легко, в 2 этапа. Всем спасибо за внимание, не забывайте оставлять комментарии в пожелании чего-то нового, интересного. И если возникли какие-то вопросы после просмотра данного мастер-класса, пишите, я на них обязательно отвечу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Мои хобби», если еще не подписались. Ссылочка на него в описании под видео. Всем удачи и хорошего настроения. До скорых встреч!